Сам термин Dark Fantasy был придуман в 1973 году, и все, что было до него, так и существовало, однако не имело как такового названия. А что именно делает Dark Fantasy тем, чем мы его представляем? Черепа, темные маги, колдуны, тролли и огромное количество страшных чудовищ. На протяжении всего человечества люди так или иначе задавались вопросом о том, существует ли что-то помимо животных и того мира, который мы знаем. И самые фэнтезийные персонажи создавались что-то наподобие сказок или рассказов. Придумывая различных героев, мы тем самым часто затрагиваем потусторонний мир, добавляя ему красок и эмоциональной составляющей. Все наши переживания, чувства и в некоем роде мораль объединяются в красивую историю с магией, эльфами, колдунами, гномами, хоббитами и прочими сущностями. Однако, в зависимости от самой сказки, она может быть как красивая, светлая, добрая и прекрасная история, так и мрачная, грустная, зловещая и депрессивная, а иногда и совсем непонятная. Таким образом, само фэнтези делится, грубо говоря, в простонародье на фэнтези и дарк фэнтези. То есть вы не увидите поджанр light фэнтези, white фэнтези и какое-нибудь светлое фэнтези. А вот дарк фэнтези все-таки выделили в отдельную категорию. Почему? Почему не выделили отдельный поджанр для чего-то более светлого и приятного? Зато для дарк фэнтези расстелили ковровую дорожку с хором, кровью и всеми атрибутами. Это неинтересно. Дело в том, что глубинные человеческие эмоции мы, к сожалению, испытываем через драму, через страдания, и таким образом в большинстве своем мы чувствуем себя более живыми. По этой же причине мы любим The Last of Us, который пропитан болью и отчаянием. По этой же причине мы любим Властелин колец, Ведьмака и вообще любое драматическое произведение, в котором можно страдать. Страдания человека не имеют границ. Об этом написаны все поэмы о безответной любви, о приключениях великих воинов, как они переживали физическую, эмоциональную боль, вставали и побеждали, и для человека эти эмоции очень и очень близки. Нам нравится величие, эпические, героические моменты, и мы обожаем истории о тьме, зле, добре, и когда свет побеждает тьму. Как бы это ни было банально, как бы нам это ни надоедало, но мы всегда рассчитываем на то, что в конце наш герой победит. И тут, неожиданно для нас, все чаще и чаще мы стали замечать выбор, который нам предоставляют в играх, концовки, которые заканчиваются не так, как фильмы, и мы стали привыкать к тому, что история, которая закончилась, как нам кажется, трагично, на самом деле открывает для нашей фантазии новый простор для творчества. Кто смотрит мой канал регулярно, заметили, что я часто пребываю в раздумьях и времени в периоде о том, существует ли какое-то добро и зло. Тот же Dark Souls наглядно показывает разные ветки происходящего, и что, возможно, тьма — это не так уж и плохо, а может даже нормально. И в какой-то момент Dark Fantasy для тебя, мой дорогой друг, становится куда более интересным, чем обычная фэнтези, чем обычная жизнь, и ты все чаще и чаще пропадаешь за изучением гримуаров, заклинаний, лора и истории той или иной игры или же книги. Есть очень много людей, которые сильно повлияли на поджанр Dark Fantasy. И это не только Лавкрафт, а также Толкин, Джон Уильямсон, Фаррен Миллер и еще много. Очень много людей, так или иначе приобщившись к культуре мрачной магии и мрачного потустороннего мира. Dark Fantasy не спутаешь ни с чем. В той или иной среде это обязательно страшные, изуродованные монстры, величайшие воины или правители, которые также являются диктаторами и деспотами. Это маги и колдуны, которые не делают добро, а творят только зло. Это великие существа, боги, призраки и прочая нечисть, которая также не является на стороне добра. И вот в великой схватке может победить только один. Обязательно под эпическую музыку, замедленные кадры, надежду существ на победу и на выживание. И все, мы это с вами любим и обожаем. Однако Dark Fantasy пошло куда дальше. Что, если мы попытаемся найти красоту не в добре, счастье и лучах света, а во тьме, грязи, луне, огне, болезни и страдании? А что, если мы попытаемся представить, как темная сторона захватывает нас, окутывает теплым пледом мрака и отчаяния и, незаметно для наших глаз, пробуждает в нас самые новые возможности? Мы можем по-другому взглянуть на мир и увидеть, что тьма такая же интересная и такая же живая, как и свет. А что, если именно во тьме человек познает не только свои эмоции, а также может почувствовать себя по-настоящему живым? Это не означает, что мы должны находиться во тьме постоянно. Однако эта часть нашей жизни никогда
никогда нами не забудется. Неважно, какие эмоции у вас вызывает Dark Fantasy, будь то страх или же желание разгадать тайну мира, вы в той или иной степени хотите приблизиться к этому загадочному священному Граалю и понять самые глубинные его тайны. Однако сделать это вы не сможете. Все, что для человека является неопознанным объектом, будь он летающий, ползающий или же смотрящий в твою душу, нас пугает и манит одновременно. Именно поэтому мы готовы идти в подвал, когда услышали там шорох, или же пойти по темной улице, понимая, что это опасно. Ведь куда проще выбрать светлую сторону, однако иногда человек ступает на эту дорогу тайны, загадки и страха, животного, сильного и дикого страха. Dark Fantasy является своего рода безопасным способом проживания своих эмоций. Выплеснув слова на бумагу, краску на холст или же звуки в песне, мы таким образом можем освободиться от того, что нас давно гнетет. Не всех трогает тема фэнтези, и по большей части вся история магии и потустороннего нужна не только людям, склонным к саморефлексии, а также тем, для кого обычный настоящий мир скучный. Нам не хватает не просто магии, а того, что мы не можем объяснить. Нам нравится все светящееся, именно поэтому многие любят неоновый свет, а также необъяснимое с нашей точки зрения. Нам хочется верить в феи, единорогов, монстров под кроватью, и все мы знаем, что этого нет в реальности. Однако это не мешает нам визуализировать такие картины на бумаге. Ведь согласитесь, арты по фэнтези — это искусство. Будь то средневековое искусство или же совсем первобытное. Однако если мы видим монстрика, который изображает ужас, мы останавливаемся. Для кого-то такие же эмоции знакомы из киберпанка. Я не имею в виду игру, а сам поджанр произведения. Однако я люблю более биологических существ, нежели металлических. Для меня природа и ее способности куда более интересны и значимы, и считаются настоящим, чем машины. И считаются более настоящим, чем машины, кибердоспехи и прочие человеческие творения. Смотреть на темную магию или любую другую куда приятнее, чем на программные расчеты и сбои. Лично для меня. Многие утверждают, что в Dark Fantasy обязательно должна преобладать готическая архитектура. Однако примеры показывают обратное. Можно создать Dark Fantasy без построек вообще. Никаких домов, а только существа в поле, которые появляются и исчезают, манят нас своим воплощением и будто хотят что-то нам рассказать. Продажа своей души или обмен души на что-либо также манит нас, фанатов фэнтези, на этот опасный и поистине удивительный путь. И можно говорить, что фэнтези — это побег от реальности, однако я говорю вам, нет, это дополнение к реальности и возможность пережить самые яркие события вашей жизни абсолютно безопасно и при этом крайне интересно. Получить удовольствие от философии, вопросов жизни и смерти, вопросов иных цивилизаций, изучению лора. Получить возможность прикоснуться к чему-то прекрасному и удивительному, а также почувствовать себя особенным, по-настоящему особенным и важным. Это не значит, что мне не нравится реальная жизнь. Мне нравится, что она спокойная и обычная. Однако мир фэнтези, где я могу побывать в роли мага, воина или иной сущности и побывать во мраке, это очень и очень интересно. Именно Dark Fantasy покажет вам, что как такового добра и зла нет. Просто одна цивилизация пытается побороть другую. Чаще всего их не выставляют какими-то примитивными злодеями без чувств и сострадания, а еще чаще им не приписывают человеческие эмоции, и это также интересно, даже более интересно, чем магия и война. Поистине человеческий мозг уникален, он может воссоздать самые счастливые, добрые и нежные моменты в вашем сердце, а может растоптать ваше сердце, провести вас через все муки боли, злобы и гнева. Однако только от нас зависит, какую сторону мы примем. Сможем ли мы найти золотую середину и до чего еще мы сможем дойти, познавая тайные глубины темных земель, вулканических мест, гнили и опустошения.